Кудрявый волос – это не прямой волос, и то, что работает на прямых волосах, не всегда работает на кудрявых. Я, Ольга Минина, тренер по женским стрижкам в школе Диметриус, и в этом видео вы увидите, как правильно перераспределить объем на кудрявых волосах. Погнали! Машулька! Такая кудрявый человек мой. Привет, Машулька. Привет. Какие у тебя есть проблемы с твоими волосами? Потому что ты уже блондинка. Хотя мы все знаем, что кудрявым волосам противопоказано быть блондинками, потому что они и так изначально уже пористые, вьющиеся. Короче, они пористые. Блонд им противопоказан. Какие еще проблемы у тебя есть, Машулька? Ну, после покрасок сечения и истончения волоса на концах, секущиеся кончики просто жить мешают. И, наверное, объема маловато, да? Да, стало их мало. Прям 2 раза, наверное, меньше. Сейчас мы с этим поработаем. Перед тем, как приступить к стрижке, я всегда использую стайлинг. Поэтому сейчас я буду наносить стайлинг. Как вы все знаете, кто был уже на моих курсах, все знают, что я наношу стайлинг перед тем, как начать стрижку. И вы знаете, что по принципу я иду корни, длина, концы. Так вот, и здесь я тоже не буду отступать от своих правил. Начну я с прикорневого спрея. Компания Coral. Далее буду проходиться по длине. И концы. Моя любимая вещь, наверное, даже я бы ее съела, если бы была такая возможность. Но я буду наносить этот крем для вьющихся волос на влажные волосы. Прям must have, мой личный must have. Наношу я свою крем-пенку, крем увлажняющий. Я выполнила разделение, делаю срез. Интересный срез. Вы видите этот срез? Он асимметричный. Короче, длинней. Далее переходим на фронтальную зону. Делаем точно такой же срез в обратную сторону. Теперь я делаю другие проборы. Делю волосы наверх и низ зигзагообразным пробором. Итак, я выделила проборы. Далее я буду делить еще проборы. Далее я делаю разбежку между коротким и длинным. Короткий, длинный, короткий, длинный, короткий, длинный. Обязательно делаем захват тройной 3 пальцами. Как вы думаете, для чего я это делаю? Ваш ответ пишите, пожалуйста, в комментарии. Угол атаки 45 градусов. Продолжаем. Делать я это буду только на затылке, это вам подсказка. Далее я перехожу на теменную зону. Разделяю этот блок на 2 части одним центральным пробором. Сейчас мы будем прорабатывать фронтальную зону при помощи бритвы. Бритва работает только на влажные волосы, поэтому не забывайте смачивать волосы обильно. Первую такую вот прядь я выделяю. Она будет у меня совсем малепусенько. И отстригаю ее той длины, которая мне нужна. Мне нужно задать контрольную прядь. Отстригаю. Где-то вот она у меня будет по
подбородок. Отстригла. Вторую прядь, которую я выделяю, подтягиваю к этой. Шаг в сантиметр. То есть мы выделяем здесь каждый раз сантиметр. А здесь мы прибавляем на сантиметр. Такими вот проборами. Срезаем параллельно пробору. Я таким образом прохожу всю зону. Я простригла одну сторону, далее я простригаю вторую. Продолжаю выделять такие же проборы, как в том блоке. Они у меня будут зеркально отражаться. То есть чик, чик, чик. Напоминаю, что каждая следующая прядь будет длиннее на сантиметр. Не забывайте про это. Начинаю дублировать. Достригаю последний блок, вывожу его в ту зону, что у нас дотягивается до этого блока, и прохожусь. Таким же образом я прорабатываю верхнюю часть, как я прорабатывала нижнюю затылочную. Здесь у меня ориентир будет макушка, выделяю треугольные проборы, вывожу на центр и прохожусь внутри, с обратной стороны. Ни в коем случае не сверху, а то будет много фриза. С обратной стороны, внутри. Вы можете использовать другую технику по текстурированию. Как бы я делала это ножницами. Я скручиваю в жгут и делаю легкие надрезы. Но эффект будет чуть-чуть другой. Так что лучше использовать бритву. Ну что, ребят, стрижка на этом закончена, и я приступаю к укладке. В укладке у меня будут тоже особые требования. Во-первых, я добавляю стайлинга еще. Итак, я приступаю к укладке. В укладке очень важно положение головы. Под 90 градусов вводить диффузор по отношению к голове. Что здесь очень важно? Нам главное здесь поставить корень. Чем объемнее, тем лучше. Поэтому, собственно, вот такие телодвижения мы должны совершать. Такой ангелок. Я не могу на нее повести. Итак, моя укладка закончена. Посмотрите, какой объем. Нереальный объем, объемище объемный. Хочу такие же. Так-то лучше. Я знаю, тебе понравилось это видео. Ставь лайк, не забывай оставлять комментарии, подписывайся на наш канал, а также нажимай колокольчик, чтобы не пропустить следующее видео. Будь с нами, будь с Диметриус.